Пятый и последний день нашего путешествия по Тенерифе. Помаши маме, Мирон. В этот день мы задумали кое-что особенное. Пока Мирон наслаждался морским прибоем и бананами, девчонки поднимались на высоту 2000 метров. Поднявшись выше облаков к вулкану Тенерифе, одев красивую форму и каски, они приготовились к прыжку с парашютом. Хотя правильнее назвать это не прыжком, а планированием. Надо пролететь 10 километров вон до того пляжа. Приветик, вы готовы? Вы готовы? Храбрая Аня смело ринулась вперед на покорение воздушных просторов. Просто погода сегодня нелетная. Было решено сменить план и попробовать поднять в воздух самую легкую девчонку. Ура! Варя в воздухе! Словно альбатрос, Варя парила на 2-километровой высоте, обозревая весь остров как на ладони. Пролетая над морем, Варе показали парочку крутых виражей. А пролетая над городом, показали на дом, где живет Шакира. Весь полет длился около получаса, но время пролетело так быстро, что показалось, что прошло каких-то 1,5 минуты. Пока Варя приземлялась, на старт выходил второй летун. Невозмутимая, словно буревестник, парящий высоко над морем, Ксюша обозревала лежащие далеко внизу окрестности, и лишь легкая улыбка тронула ее лицо. Видя, что Ксюша полностью владеет ситуацией, ей даже дали порулить парашютом. Заложив крутые виражи над морем, Ксюша легко, словно пушинка, заходила на посадку. Но если у Ксюши полет происходил непринужденно и весело, то на вершине в это время развернулась нешуточная борьба с гравитацией. Сумеет ли Аня со второй попытки подняться в воздух? Continue back. Okay. Ура! Высота взята! Попутный ветер покорился Ане и, подхватив ее, понес над Тенерифе. Не смотрите вы, пожалуйста, свысока, а по небу
помчимся в заоблачную даль. Разговорчивый инструктор рассказал Ане, где живут все местные знаменитости, и, пролетая мимо, она каждому махала рукой. И ромашкой останется в ладони. И вот, пролетев 10 километров, обозрев весь остров как на ладони, заглянув в окошки ко всем местным жителям, Аня получила массу незабываемых впечатлений. Что вы мчитесь без оглядки? Не смотрите. А на пляже, на теплом и мягком песочке, Аню уже поджидал Мирон. Стоило ли совершать 2 попытки взлета, безумно бегать по горным склонам, падать в терновый куст, рвать на себе шорты и получать синяки, чтобы в конце концов ощутить себя свободно парящей птицей? По-моему, ответ очевиден. Что ж, а мы, немного отдохнув, отправились гулять в загадочный лес на восточной части острова. Там Мирон нашел много загадочных жуков, маленьких и больших. Пройдя по живописным тропам, мы дошли до смотровой площадки, с которой открывался вид на захватывающие горные хребты и долины. И даже те из нас, кому не достался парашют по размеру, смогли насладиться красотами Тенерифе с высоты птичьего полета. Спустившись из горного леса по крутому серпантину, мы, проехав столицу острова и любуясь ее необычной архитектурой, приехали на пляж Лас Тереситас. Супер паря! Красотуля! Давай фирменную что-нибудь. Девчонки отжигали в своем репертуаре, устроив аквадискотеку. А Мирон с мамой соревновались, кто глубже нырнет. Вода была очень теплой и прозрачной, так что мы долго бултыхались, рассматривая разных рыбок и других морских существ. Мне кажется, нам повезло, и мы даже нашли подземное жилище маленького ктулху. Кто там живет? Эти, которые морские огурцы. Реально. Это я так повалилась. Песок. Я не знаю, что мне делать. И в тот момент, когда самые молодые из нас уже накупались и нежились в песочке, Варя с Ксюшей утащили маму делать ночную фотосессию в море. Модные прически и брызги в закатных лучах. Кажется, получилось неплохо. Опустилась ночь, и нам надо было возвращаться в отель. А вот и последняя, ставшая уже ритуальной фотографией перед зеркалом, но в этот раз не в вечерних платьях, а в походной одежде. Напоследок нас ждала красивая ночная дорога вдоль побережья, ведущая в аэропорт, и перелет домой. Хоть наша поездка и была немножко спонтанной и короткой, но получилась очень насыщенной, интересной и запоминающейся.